Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости острова Кипр. Сегодня мы с вами будем подводить итоги прошедшего 2025 года и поговорим о жилой недвижимости подумайте только, друзья, по 5 провинциям, куда входит достаточно много городов, муниципалитетов. То есть я вам покажу в целом картинку, знаете, как дети, которые покупают Лего, они могут это Лего собрать только тогда, когда у них есть картинка, где они видят, что пазл один вставляется в пазл 2, ну и так далее. Я не намекаю на то, что там я Лего, вы дети или там что-то подобное, но общую картинку того, что происходит с недвижимостью на острове, ну, поверьте мне, никто, ну, можете не поверить, промониторьте, это несложно сделать. На русском языке, на греческом, сейчас, слава богу, Google Translate дает возможность на любом языке делать запросы и получать, в общем-то, адекватные ответы. Так вот, за то, что произошло в течение года, сейчас мы говорим о жилой недвижимости, такой информации вы не найдете. То есть я создаю уникальный контент. Итак, друзья, но это не в плане похвастаться, упаси и сохрани. Я это все подвожу к тому, что вот интересно, жизнь интересна, когда ты виртуально мы давно, я и компания Lim Consulting, наблюдаем за рынком недвижимости. А сейчас ты попадаешь, что называется, в среду и начинаешь изнутри уже переосмысливать, даже не переосмысливать, а просто вот, ну, наблюдать изнутри, что происходит. Опять же, с рынком недвижимости я это наблюдаю еще раз не по продажам, как любят говорить риэлторы, а сколько вы квартир продали. Я, друзья, в свое время был директором огромного агентства в Украине. 10 филиалов по всей стране было. Через нас проходило огромное количество сделок. Поэтому я вышел из того возраста, я сейчас всего лишь наблюдаю, исследую, анализирую, ни больше, ни меньше. Я не продажник. При этом, при всем, вот находясь внутри, используя доступные ресурсы, которые на сегодняшний день любой человек может использовать. Это крупный сайт Базараки. Системно ребята подходят к работе, мне это очень нравится. Мы их мониторим где-то с 2019 года, скорее всего. То есть у меня огромный массив данных уже есть. И я это все понимаю, опираясь на призму, через призму времени смотрю, да, то есть у меня уже совершенно точно складываются процессы, которые происходили последние 5 лет на рынке недвижимости. Итак, что-то, друзья, я заговорился. Сзади меня, вы видите, сегодня мы ходили на море. Стараемся каждый день ходить на море. Море такое штормит, белое солнце Кипра за мной. То есть так, достаточно тепло, 20 градусов, но ветер и влажность большая. Вот поставил вам такую картинку на заднем плане, чтобы не только, так сказать, использовать чужие картинки, но и просто этот аппарат сфотографировал. Итак, друзья, да, переходим к той же теме, о которой будем говорить на протяжении, наверное, минут 15 я уложусь. Итак, разбираемся, что произошло за прошедший 2025 год с жилой недвижимостью на острове Кипр. Так, ищу данные. Перед вами карта острова Кипр. Традиционно, друзья, давайте так, не обессудьте. Много людей смотрят меня первый раз. Много, немного, по Кипру мало. В любом случае, сейчас мало, потом будет много. Остров Кипр разделен на две части. Южная часть, северная часть. В северной части живут турки-киприоты, в южной части живут греки-киприоты. Всего 6 провинций. Сегодня мы будем говорить о 5 провинциях. Исключением является у нас провинция Киринея. Видите, это Северный Кипр. Провинция Фомагуста — это такая укороченная версия, то, что вот здесь показываю.
зеленая такая черта, это вообще линия разграничения или демаркация, не знаю, как это правильно. Ну, напишите, кто больше понимает в этом. Так вот, небольшой кусочек провинции Фомагуста контролируется южной частью Кипра. И, естественно, вот мы об этой части острова Кипр будем тоже говорить. Это у нас провинция Фомагуста. Переходим к административно-территориальному отделению уже непосредственно к рынку. Давайте вот для вас видите карту такую нарисовал с помощью Map, Google Map. И разберемся в процессах, которые краткосрочные, длиной в один месяц. Сравниваем ноябрь с декабрем месяцем. Давайте перейдем, так нагляднее будет, к экселевским данным. Это табличка такая, вверху карта. Ну, на карте тоже вы можете прочитать те же самые, так сказать, цифры, которые есть в этой таблице. Кому как удобнее, следите, можете по карте, я буду идти по вот этой экселевской табличке. Итак, друзья, напомню вам, что провинция Лимассол, провинция Пафос, провинция Ларнака, Фомагуста и Никосия. Итого у нас раз, два, три, четыре, пять провинций, которые мы сейчас, так сказать, подробно разберемся, что произошло с недвижимостью в краткосрочные, так сказать, ну, это краткосрочные процессы длиной в один месяц, колебательные процессы. Сравниваем, еще раз повторюсь, ноябрь 2025 года с декабрем 2025 года. Что бросается в глаза, друзья? Будем говорить в разрезе классификации. Апартаменты класс А и Б – это энергоэффективные. Ну, по версии компаний-застройщиков, давайте так, начнем с того, что я опираюсь на те данные, которые есть в открытом доступе в интернете, что есть классификация на острове Кипр недвижимости, ну, в данном случае жилой мы говорим. В Украине классификацию вообще недвижимости в свое время я создавал, то есть был первоисточником, что называется, того, что называется классификация рынка недвижимости Украины. Ну а здесь я взял то, что, конечно, есть. Так вот, А и Б – это апартаменты, квартиры, которые находятся в зданиях, сооружениях, которые выполнены из энергоэффективных материалов. То есть на Кипре нет, так сказать, ну, полноценной зимы, поэтому нет, ну, нет отопления. И в квартирах данных, это новые квартиры, будем договоримся так, что будем называть это новые квартиры. В них, значит, зимой не холодно, а летом не жарко. Вот я живу в доме, который относится к классу С, и, ну, поверьте, да, есть проблема с тем, что как бы, вот эта столярка, у нас теплопакеты называется, здесь тоже, ну, там, да, дует со всех щелей. Но все это решается очень просто, скотчем заклеиваешь. А в принципе дом кирпичный, большой, вот такой настоящий, греки строили, что называется, автентичный. И, ну, вполне не холодно. Я бы не сказал, что прям уж совсем холодно, если с учетом того, вспоминаю, куда я приехал, да, в Киеве минус 20 и также нет отопления. А здесь плюс 20, ну, тоже нет отопления. Разница большая, конечно. Итак, идем по данным сегодня, да, на разговор мне такой, э, что там потянуло, поговорить, что называется. Переходим к недвижимости. Итак, провинция Лимассол. Мы видим, что новое жилье, класс А и Б, будем говорить, что это новое жилье, а класс С, Д и Ф – это старое жилье. В декабре показала, это в целом по провинции, куда, в общем-то, входит достаточно много муниципалитетов или городов. Показала нам в целом по провинции 3788 евро за квадратный метр, что показало динамику роста за месяц плюс 0,05%. Индекс положительный, единичка 0,01. Провинция Пафос, друзья, видим 2423, 426 евро стоимость квадратного метра, ну, значительно, чем видим в Лимассоле в провинции. Да? И также незначительную динамику роста показала за месяц
плюс 0,08%. Провинция, друзья, Ларнакас. 2307 долларов за квадратный метр. Это мы говорим сейчас о новом жилье. Динамика положительная за месяц, плюс 0,17%. Индекс положительный. Единичка, запятая, 0,02. И провинция вот Фомагуста, здесь, друзья, я смешанную выборку сделал, куда входит и А, и Б, ну, то есть и новое жилье, и старое жилье, потому что в Фомагусте, если честно, нового и старого жилья где-то вот, ну, вот ровно поровну, да, поэтому я сделал общую такую выборку, хотя, наверное, нового жилья, если честно, больше, чем старого. Итак, провинция Ларнака, да, это Никосия, я прошу прощения, последняя. Это центральная, кстати, провинция, да, и город Никосия, ну, один из, а может быть единственный, не знаю, напишите, кстати, который разделен на две части, то есть столица южной части острова, еще раз повторюсь, Никосия. Город, муниципалитет разделен на две части. Одна часть турки киприоты, вторая часть контролируется греками киприотами. Итак, самое недорогое жилье, как ни странно, а на самом деле это не странно, все зависит от локации. То есть это глубь острова, если вы посмотрите на карту, вот это Никосия, видите где? Вот где побережье идет, прибрежная зона, а где сама Никосия. То есть это центральная часть острова, летом очень жарко. Кстати, не был, не знаю, ну, у меня еще все впереди, так сказать, съезжу, посмотрю, доложу. Зимой, говорят, тоже достаточно продуваемое ветрами. Ну, в общем, как правило, люди, которые приезжают на Кипр, они едут куда, друзья? Совершенно верно, там, где море, да, то есть с прибрежной части, ну, я не исключение, то есть я буквально живу в километре от моря. Выйдя на улицу, с пригорка видно, как, так сказать, под солнцем или под дождем отражается водная гладь Средиземного моря. Итак, мы видим, что у нас это Никосия, 2982 евро стоимость квадратного метра, новое жилье, рост плюс 0,71%. Кстати, в этом году Никосия, ну мы дальше будем смотреть, показывает достаточно большой рост стоимости как по новому, так и по старому жилью. В целом, друзья, вот это среднее арифметическое число по острову Кипр, южной его части, 2876 евро за квадратный метр. Как оно считается, вы знаете. Информация перед вами, пересчитать можете. В целом по провинции новое жилье за месяц подорожало на 0,25%. Индекс положительный, единичка, запятая 0,03. Ну, мы говорим сейчас об индексе недвижимости. Что произошло со старым жильем, друзья? Ну, старое жилье, видим, отличается незначительно, но там где-то на 100, где-то на 200, где-то на 300 евро отличается от нового жилья. Но также вы должны понимать, что старое жилье, оно более компактное. Новое жилье, допустим, однокомнатная квартира может начинаться от 60-70 метров. А старое жилье это может быть вполне так себе 40-50 метров. То есть разница в метраже существенна, да плюс еще 100-200 долларов сверху стоимость нового жилья больше. Ну и получается в итоге квартиры отличаются по стоимости данного жилья, нового и старого, очень и очень значительно. Итак, переходим в старое жилье Лимассол. Буду говорить, давайте быстро, в евро 3682 евро. Рост плюс 0,13 за месяц. Провинция Пафос 2178 евро за квадратный метр. Снижение за месяц минус 0,14%. Провинция Ларнака 1930 евро за квадратный метр. Рост плюс 0,21% за месяц.
Провинция Фамагуста, 2833. Вот здесь, друзья, 2833, вот вы посмотрите, да, вот это новое и старое жилье, но еще раз повторюсь, здесь больше все-таки, наверное, нового жилья, потому что там действительно, вот как для европейцев, город, а, я прошу, это Фамагуста, не Никосия, сбился. Старое жилье в Фамагусте дороже, видим, 2833 евро, то есть если вот так поставить ранжировку, на втором месте после будет Лимассола. Что показало также динамику роста плюс 0,35%. Ну и Никосия, о которой я начал говорить почему-то, 2008 евро за квадратный метр, друзья. В общем, относительно недорогое жилье, но я говорил о том, что вот в понимании людей, которые живут или жили в больших городах, я жил в большом городе, город, в общем-то, 3,5 миллиона, город Киев, то вот это единственный город, который, в общем-то, ну где-то похож, нет, еще Лимассол. Лимассол можно смело говорить, что тоже, что это вполне себе так очень даже не напоминает о город. Ну и, конечно же, Никосия, это столица южной части Кипра. Это тоже вот буквально прям город, похож на город, вот эти высокоэтажные здания, сооружения. Не знаю, ну это деловой центр, не знаю, но честно, я вот себе не представляю, как приехать с одного миллионника, вот приехать в Никосию, и я это вот свои ощущения, хотя где-то когда-то я так, в принципе, рассматривал, думал, а может быть, начать с центра вот, острова, да? Может быть, интереснее так. Но потом все-таки внутренние мои такие, эти самые, мое желание быть ближе к морю. Это ж какой русский, говорит, не хочет составиться возле моря. Помните поговорку, да? Так и вот со мной. Хотя в детстве я жил также на берегу Каспийского моря, красивое море, великолепное, великолепный закаты и рассветы, помню, ну, я тогда был маленький, понятно, что, но море очень, так сказать, красочно осталось в памяти. Опять ухожу в сторону. Давайте, как оно переходит к недвижимости. Итак, среднее арифметическое число. Это средняя стоимость квадратного метра, как оно считается, вы знаете. Недвижимость старая, по южной части острова Кипр, 2525 евро за квадратный метр. Вот видите, сравнивая, да, как минимум ну, 300 евро разница, что показало также динамику роста плюс 0,22%. Индекс положительный, единичка, запятая 0,02. Давайте, друзья, еще посмотрим последний уже слайд, подытоживающий, что произошло за год с рынком жилой недвижимости острова Кипр. И сравниваем уже декабрь 2025 года с декабрем 2024 года. Буду говорить только в процентном соотношении, потому что эти цифры уже проговаривал, что было в декабре. По новому жилью. Провинция Лемасол. Рост плюс 0,34%. Провинция Пафос. Снижение минус 0,29%. Вот, друзья, в прошлом году, кто меня смотрит, я публиковал такие же данные, их можете найти у меня на канале, на YouTube-канале. Пафос показывал достаточно большой рост, один из таких ну, значительных ростов в целом по Кипру. А вот в этом году незначительно рынок недвижимости новый просел. То есть вот я, как она называется, не знаю, с чем это связано, но могу предполагать, что помните, Адам Смит такой достаточно уважаемый экономист, ну, вы же умный у меня знаете, да? У него была такая теория о том, что рука рынка, она, в общем-то, ну, так сказать, решает все. Я, конечно, не склонен вот этой теории, так сказать, доверять полностью и окончательно, но в принципе могу предположить, что да, действительно, если рынок в городе Пафосе, рынок жилой недвижимости был перегрет в 2024,
году, вернее, в 2023 году, то, ну, и в 2024, то, ну, скорее всего, количество желающих купить недвижимость, которая подорожала значительно, стало меньше в 2025 году, и мы увидели незначительное, так сказать, снижение стоимости квадратного метра. Но это мое предположение, не больше, не меньше. Дальше. Провинция Ларнака показала рост плюс 1,32% за год. Достаточно большой, ну это небольшой рост, это нормальный рост на самом деле. И видим, что новое жилье в Никосии выросло на 4%. Давайте очень кратко подведем итоги, что среднее арифметическое число по южной части острова Кипр, новое жилье, достигло в конце декабря 2025 года 2876 евро, что в целом по острову показало рост плюс 1,34%. Индекс положительный, единичка 0,13. Друзья, вот смотрите, много это или мало? Давайте очень кратко, тезисно попробую вам еще раз напомнить, что по данным Евростата, они предполагали, так же как я предполагаю, 2% это инфляция в 2025 году, который прошел, и о котором мы говорим. Я так думаю, что по факту это будет порядка 3%, но это мы узнаем только в феврале месяце. Так вот, что такое, друзья, инфляция? Инфляция это когда напечатанных денег становится больше. Но это и фиатные деньги, и там есть агрегаты М0, М1, М2 и так далее. Есть теория стоимости, которая гласит о следующем, что рынок, вернее экономика любого государства может работать сбалансированно, когда количество денег, выпущенных, равняется или обязательствам, я говорил про денежные агрегаты, равняется количеству выпущенных товаров и услуг. Ну, то есть, или балансирует где-то так. Вот тогда инфляция минимальная. Если количество денег выпущено больше, чем выпущено товаров и услуг, мы наблюдаем, что, друзья, вот эти инфляционные процессы, за обесцененные деньги все меньше и меньше можно купить товаров и услуг. Рынок недвижимости является, друзья, товаром. Так вот, смотрите, и как правило, любят говорить, что особенно на Кипре это такая инвестиционная гавань, где вы будете получать, в общем-то, от своих инвестиций. А инвестиции это только о прибыли, ни больше, ни меньше. То есть инвестиции, которые приносят вам убыток, это не инвестиции. Это значит вас, так сказать, ввели или дезинформировали, да, люди, которые там вам рассказывали о инвестициях. Так вот, смотрите. Если, предположим, ну, официальная статистика 2%, в феврале, я думаю, что 3% будут это, инфляционные процессы, недвижимость в целом подорожала всего лишь на 1,5%, то, ну, это где-то вот плюс-минус, не обесценилась недвижимость. Ну, с учетом статистической погрешности, будем говорить, что вот где-то недвижимость не выросла в своей стоимости, но не подешевела в том числе. А вот если это взять, вот давайте посмотрим, как в Никосии, это у нас целый, еще раз, это не город муниципалитет, а целая, целая епархия, целая, как она называется, провинция. На 4% выросло. То есть вот здесь инвестиции, если в недвижимость были в самой Никосии, да, или в провинции, то ну, недвижимость выросла. А вот в Пафосе снизилась на 0,5%. Но еще раз говорю, до этого нам 2024 год показал и 2023 значительный рост в городе Пафосе, поэтому рынок, вот так я ссылался на Адама Смита, что он как бы скорректировался, потому что ну, желающих приобрести дорогую недвижимость в данной провинции было достаточно мало, поэтому, ну, естественно, люди, которые продают, они мониторят рынок, они потихоньку снижали стоимость за квадратные метры своей недвижимости. Итак, если подходя к последнему, так сказать, вот этой табличке, это старое жилье, то видим, что, друзья,
ну, завершая уже, что в целом по южной части острова Кипр 2525 евро стоимость квадратного метра старого жилья и рост больше, чем у нового жилья 1,65%. Индекс положительная единичка, запятая 0,17. Друзья, вот, ну, давайте я очень кратко расскажу, что такое индекс. Индекс – это индекс рынка недвижимости, это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра в целом или по целому, не по целому острову, а по южной части острова Кипр, по 5 провинциям. Он считается просто, если у вас есть эта статистика. 2525 евро делим на 2484 евро. Получаем динамику вот эту роста в процентах 1,65%, или же вот этот индекс 1 положительный, запятая 0,17. Я на протяжении многих лет и компании Alim Consulting готовим для крупных украинских и иностранных банков по Украине вот эти индексы, то есть люди, которые работают в финансовых учреждениях, они знают, как меняется стоимость квадратного, не стоимость квадратного метра, а стоимость денег. Я один из немногих, кто знает в Украине, ну и похоже так, что по острову Кипр, в южной его части, как меняется стоимость квадратного метра недвижимости во времени. Почему это очень важно? Потому что под недвижимость, ну, ипотека и все остальное, это же работает, да, выдаются кредиты. Естественно, если выдаются кредиты, то люди, которые работают в финансовых учреждениях, это, как правило, риск-менеджмент или управление по рискам, они также должны понимать, как меняется стоимость квадратного метра. Или же она растет, или же она снижается. Вот эта синергия, в общем-то, знаний помогает, так сказать, и мне, и компании Alim Consulting выжить в сложных условиях рыночной экономики, да, которая, так сказать, свалилась на голову несчастным украинцам. Ну, я уже, еще раз повторюсь, не нахожусь на территории Украины, слава богу, да. Но вот эти данные, в общем-то, также важны и для кипрских банков. Друзья, пришло время прощаться. Давайте так остановлю слайд. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости острова, я буду записывать и по аренде еще видео. Ну, то есть там есть планы уже, когда, так сказать, основательно перееду сюда, и, может быть, так сказать, с этим, как он называется, с дроном посмотреть по каждому району, потому что у меня информации очень много, статистической, и показать, вот почему отличается тот или иной район в стоимости. А на это же влияет очень просто или локация, или же наличие развитой инфраструктуры, да. И это все можно посмотреть сверху, с дрона, насколько вот отличается район от района. И это, так сказать, косвенно подтверждает стоимость квадратного метра или выше, или ниже в том или ином районе. Это называется еще ценовые зоны. Поэтому, друзья, смотрите мой канал. Я думаю, что вам будет интересно. Еще вы должны помнить, что я и компания Alimp Consulting, это украинская компания, друзья, готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.